Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачних медових пряників, які ви можете прикрасити і подарувати на Різдво. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте, найдете его под видео в описании. Здесь у меня мед и сливочное масло. Мед может быть плохо видно, он у меня прозрачный, из акации. Вообще берите, какой у вас есть, лишь бы он был натуральный. Главное его при нагревании карамелизировать, тогда пряники получатся яркого, красивого цвета. Мука, я ее уже просеяла, и в оригинальном рецепте пряники готовились с добавлением цельнозерновой. 50 грамм из общего количества надо было добавить цельнозерновой муки. Но пряники получились совсем не пряничные, рассыпчатые, крохкие, поэтому я ее исключила и готовлю только на высшем сорте. И к тому же еще часть муки заварю, чтобы хранились они дольше. Сахар берите мелкий, чтобы он быстрее растаял при нагревании. Яйцо, сода и специи. Я беру классические по полграмма. Корица, имбирь, мускатный орех и кориандр. Первым делом 50 грамм муки отбираю для заваривания из общего количества. К меду и маслу высыпаю сахар и ставлю на огонь. Сделала его небольшим и разогреваю, постоянно помешивая до полного растворения сахара. Проходите лопаткой по донышку кастрюли. Если чувствуются кристаллы сахара, разогревайте дальше, но не доводите до кипения. Еще уменьшаю огонь. Вот донышко уже чистое, сахар не шуршит. Высыпаю сюда соду. Сейчас эта масса посветлеет, поднимется пенка. Это происходит реакция гашения соды медом. Специи добавлю позже, иначе они сразу окрасят эту массу, и я не пойму, насколько мне надо карамелизировать мед, чтобы пряники получились яркими. Посмотрите, насколько маленький огонь. Масса не должна кипеть, только нагреваться. Тем более кастрюля у меня из тяжелой нержавейки с двойным донышком. Это тоже очень важно. Вот уже за лопаткой с донышка поднимаются такие желтые разводы. Это мед начинает карамелизироваться, и этому способствует сода. Сейчас она пожелтеет полностью. И добивайтесь того цвета, который вам больше понравится, но не доводите до темного. Еще немного его подкрашу, чтобы пряники получились красивого цвета. Ну, вот так вот и достаточно. Посмотрите, такой апельсиновый цвет. Выключаю огонь. На горячей плите мед еще будет продолжать карамелизироваться. Высыпаю сюда специи, обязательно в горячую массу, чтобы они лучше раскрыли свой аромат. И муку 50 грамм. Еще раз напомню, огонь у меня выключен. Все это делаю просто на горячей плите. Больше муки не добавляйте. Этого количества для заваривания будет достаточно. Смотрите, какого красивого цвета она получается, а с добавлением яйца станет еще темнее. Все, вот теперь можно снимать с плиты. И дам этой массе немного остыть. Время прошло. Снова перемешиваю. До полного остывания доводить не надо. Просто чтобы она была не горячая, а хорошо теплая. Немного его перемешиваю вилочкой до однородности и выливаю в кастрюлю. Я говорила, что с яйцом эта масса потемнеет. Сейчас вы это заметите. И видите, оно не заваривается, значит, она не очень горячая. Хорошо перемешиваю до полного соединения этих продуктов, до однородности цвета. И можно замешивать тесто. От общего количества муки отобрала еще 30 грамм. Это для того, чтобы вымесить тесто на столе. Эту высыпаю в кастрюлю и замешиваю тесто. Вот теперь его надо посолить. Соль у меня не крупная, добавляю пару щепоток хороших. Если крупная, бывает такая, добавьте ее с яйцом, чтобы она хорошо растворилась в массе.
Мне нравится соль добавлять вместе с мукой. Тогда чувствуются такие легкие соленые нотки. Она не смешивается до однородности. Ну, как для меня, так вкуснее. Зачищаю стенки, донышко. Пока это тесто горячее, оно кажется мягкое, хочется добавить еще муки, но не спешите это делать. Хорошо его вымесите. Вот такого красивого цвета оно получается. Медовое, яркое. Кстати, специи можете добавлять по своему вкусу. Все, оставляю его немного остыть, потому что теплое тесто просит больше муки. Минут 5-10 пусть постоит. На стол высыпаю муку. На нее выкладываю тесто, выбираю все из кастрюли, собираю по донышку, по стенкам. Краешки теста подтягиваю в середину, чтобы сразу к нему не прилипнуть. И аккуратно вымешиваю, не сильно придавливая. Вся мука, возможно, и не понадобится. Половину пока убираю в сторону и вымешиваю. Вы по тесту почувствуете, когда муки достаточно. Сразу оно будет прилипать к коврику без муки, пока еще очень мягкое. А потом перестанет. Только еще раз говорю, не сильно его придавливайте. Вот такое оно должно быть мягкое, текучее. Заметно стекает с руки, но к пальцам уже не прилипает. Я его округляю, подмешиваю до гладкости. И видите, к коврику без добавления муки оно уже тоже не прилипает, но остается очень мягким. И да, обратите внимание, какой красивый цвет. Даже на светлом меде, на прозрачном, получается вот такое вот красивое тесто. Повторюсь, главное его карамелизировать, тогда цвет и вкус будут более яркими. Все, прячу его в пакет и оставляю в холодильнике на пару часов. Пряники выпекаю на силиконовой сеточке. Донышко у них получается идеально ровное, без пузырей, вздутий. И именно со стороны донышка их удобно украшать, разрисовывать. Тесто отлежалось, хорошо застыло, можно раскатывать. Только прежде его надо обмять и немного согреть. Можно после холодильника дать ему полежать с полчаса, самостоятельно согреться, потом слегка обмять и раскатать. Но не раскатывайте тем пластом, который застыл в холодильнике. Обязательно обминайте, иначе в пряниках будут пустоты. Все, тесто стало мягче, можно раскатывать. Всегда оставляйте его для отлежки. Тесто должно созреть. Можно даже замесить заранее и оставить на день или два в холодильнике. И к тому же с холодным тестом удобнее работать, так как оно плотнее. Пласт раскатываю толщиной 5-6 мм, слегка подпыляю по надобности, снизу и сверху, чтобы тесто не прихватывалось. И выдавливаю пряники, так, чтобы поменьше оставалось обрезков. Из первого теста они получаются самые красивые. Обрезки собираю в один комочек и вымешиваю на чистом коврике без добавления муки, чтобы не забивать тесто. Сюда и так уже попало лишнее при первой раскатке. Также раскатываю толщиной 5-6 мм и вырезаю пряники. Раскладываю на небольшом расстоянии, так как при выпечке они немного увеличиваются в объеме. И сразу же выпекаю. Пряники выпекались 11 минут при температуре 180 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Румяные, красивые, идеально ровные, тесто нигде не потрескалось и не вздулось. Вот такое красивое донышко, ровное, чистое, без муки. Поэтому стол подпыляйте совсем чуть-чуть, лишь бы только не прилипало тесто. Если у вас нет такой сеточки и будете их украшать именно сверху, тогда их надо немножко выровнять, чтобы они и сверху были поровнее. Накрываю полотенцем. Только следите, чтобы оно не было ароматным от порошка или ополаскивателя, иначе этот запах пряники потянут в себя. Сверху укладываю досточку, немного прижимаю и сверху какой-нибудь груз. Не придавливайте сильно и вот в таком вот виде оставляю на 1 минуту. Дольше не надо.
Это надо сделать, пока пряники еще горячие. Я вам показываю все донышки, все-таки хочу вас соблазнить, купить такую сеточку. Печенье, пряники у вас будут получаться идеальными. Покажу, какие они на разломе, пока еще теплые. Очень мягкие, пористые. После остывания структура окрепнет, они будут немножко плотнее, но они все равно останутся мягкими и сохранится вот эта вот пряничная нежная тягучесть. А это пряники уже на следующий день остаются такими же мягкими. Храните их в контейнере под крышкой или в пакете, тогда они долго останутся свежими. Для рождественского подарка их можно украсить белковой глазурью, цветной или белой. Они получаются красивые хоть так, хоть так. Подробное приготовление глазури было в прошлом видео, ссылочку на него я оставлю в описании над рецептом. Заходите, смотрите и готовьте. Пряники получаются не только вкусные, но и красивые. Тем более украшать вы их можете вместе с детьми, это очень интересно. Глазури дайте хорошо высохнуть, оставляйте их на ночь или пусть полежат хотя бы полдня и только потом прячьте в пакет. Готовьте с удовольствием. Очень надеюсь, що пряники вам понравятся, а рецепт у вас приживеться. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І, як завжди, бажаю вам всього найкращого.